Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы почитаем с вами Евангелие дневное, которое говорит о вопросе чрезвычайной важности, а именно о супружеском союзе. Это глава 19 Евангелия от Матфея, с 3 стиха начиная до 12, где говорится следующее. «Ко Христу приступили фарисеи, некие искушающие его и спрашивающие, по всякой ли причине позволено человеку разводиться с женою своей». Откуда возник вопрос? Вопрос возник оттуда, из того зерна, что иудейские школы, фарисейские, считали, что человек может разводиться с женой по самым ничтожным вопросам. До сегодняшнего дня есть иудейские школы, считающие, что жену можно бросить из-за того, что она зевала, не прикрывая рот при посторонних. Или, например, ела что-либо при них, тем более если чавкала, или храпела во сне, или плохо отозвалась о родственниках мужа. И таких перечней может быть очень много. Другие, наиболее строгие, консервативные и правильно думающие описания считали, что можно разводиться только лишь по причине прелюбодеяния. Были разные споры, толки, разные споры, и вот Господь отвечает на их вопрос, по какой причине, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей. Он напоминает им о творении мира и спрашивает, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца своего и матерь, прилепится к жене своей, и будет два вплоть едину. Эти слова Библии, книги Бытия, повторенные в Евангелии, мы всегда повторяем в таинстве брака венчания. Итак, что Бог сочетал, человек не разлучает, говорит Господь. Он не произносит нового некого учения, он напоминает то, что было изначала. Христос внес в мир много нового. Он, по сути, произвел революцию в сознании. Он перевернул представление о мире. Кстати говоря, напомню я эту мысль, которую часто говорил, но я не буду лениться повторять ее, что настоящие революции происходят не на площадях и майданах, а в сердцах и в сознании. То есть то, что переворачивает наши мысли и наши привычные устоявшиеся представления о мире, вот истинная революция. Итак, Христос здесь в данном смысле не производит революции, Он напоминает бывшее от начала. Что же было в начале? Господь сотворил из праха земного человека. Это муж. Иш по-еврейски. От него уже, из созданного человека, от ребра, из оформленной материи, сотворил ему жену. Иша, жена. От мужа своего взята бы сия, сказал Господь о ней, повторил это Адам. Вот первоначальная пара людей, которые были два в одну плоть, и то, что Бог сочетал, человек не разлучает. Это начальное учение первозданное, Господь нам повторяет. В нем очень много скрыто смыслов. Ну, к примеру, Господь не творил 3 женщин или 5 женщин для одного мужчины. Не творил также и 6, 7, 8, 15 мужчин для одной женщины. Тем самым Господь указывает нам на моногамность брака. Брак единственный и уникален. Это моя плоть, кость от костей моих. Это моя половина, говорит муж, видя жену свою. Это мой мужчина, это моя плоть, это мой хозяин, говорит женщина, в сердце своем, видя своего избранника. Нет в мире больше мужчин, кроме моего мужа, говорит верующая жена. Нет в мире больше женщин, кроме моей жены, говорит верующий, богобоязненный муж. Все это скрыто, как дерево в семечке, в этих кратких словах о сотворении мужа и жены. И Господь напоминает это иудеям, потому что они к тому времени уже забыли это. Сластолюбивые и развращенные, они всегда пытались подделать свой закон под свои похоти. Так бывает, делаем и мы. Мы тоже не избегли бы этого осуждения. И вот Господь, повторяю, говорит им четко и ясно древние законы. Они же противоречат ему. Как же Моисей сказал, заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею, спрашивают его иудеи. А был такой закон, если жена опротивила мужу, он мог написать ей некое письмо о том, что он не хочет более с ней жить, дать ей его, и она была от него свободна. На это Господь отвечает следующее. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так.
То есть Христос принес к нам в плане отношений брачных напоминание древнего закона. Он нового здесь не принес, он принес только то, что было. Союз мужчины и женщины, сам по себе таинственен, глубок и свят. Он есть образ отношений между Богом и человечеством, или, узко говоря, между Богом и человеческой душой отдельно взятой. Некоторые православные христиане, особенно пастыри, болея католическими болезнями, считают, что невенчанный брак есть блуд. Это глубоко неверно. Православная церковь всегда с трепетом созерцает союз мужа и жены, и если он доброволен и заключен по любви, всегда считает его браком, даже если он не скреплен церковным венчанием. Союз иудея и иудейки, мусульманина и мусульманки, атеиста и атеистки, язычника и язычницы. Союз, скрепленный совместным признанием любви, желанием нести все жизненные тяготы вместе, скрепленный рождением детей и всеми теми сопутствующими радостями и скорбями, это не блуд. Думающие так глубочайшим образом заблуждаются. В глазах церкви и святых отцов, кстати, православного богословия, это настоящий брак. Поскольку брак есть райское таинство, это то, что осталось незалитое водами потопа, не уничтоженное грехом, царящим в мире. Когда Христос пришел на брак в Кану Галилейскую, Он не пришел на блуд, Он пришел на брак. Хотя, конечно, это были невенчанные муж и жена, не венчавшиеся в силу того, что это просто были иудеи, еще не знавшие во Христе Спасителя. Итак, по жестокосердию вашему Господь позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале было не так. И после этого Христос излагает нам высочайшие требования к христианскому уже браку, а именно, «Я говорю вам, — говорит Он, — кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившись на разведенной, прелюбодействует». То есть, из всех причин, дающих повод для развода, существует только одна – это измена верности. Маленькая квартира, много детей, телесные болезни, не хватает денег, злая теща, какие-то еще там не совпались характерами, там, как мы говорим часто глупые слова, попугаи повторяем. Это все не повод для развода. Прелюбодеяние есть единственная вина, причина для расторжения брака. Если же нет, то разведшийся с женой без повода прелюбодейства с ее стороны прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене его, то лучше не жениться. То есть христианское учение о браке столь высоко и торжественно, столь обязывает человека, висит на нем гирями нравственных обязанностей и заповедей, что апостолы невольно воскликнули это, что лучше тогда уже и не жениться, если так это тяжело. Действительно. На что Христос говорит, что не все вмещают слово сие, то есть не все могут не жениться. Жениться человека влечет не прихоть, но сама природа. А вот не жениться не каждому дано, но кто может вместить. Здесь прикровенно говорится о монашестве, об чистом отшельничестве. Не о тех блудниках, которые, не желая брать на себя ответственность, не связываются с законным браком с женами, однако расточают силу по разным постелям. Не о них говорится. Говорится о тех, кто, чувствуя нравственную обязанность и ужасаясь ответственности, желает жить чисто, потому что одному в этом смысле легче. Мы не можем до конца разобрать все нюансы данной главы, а это 19 глава Евангелия от Матфея, но мы лишь обозначаем проблему для размышления. Это высочайшие и чистейшие слова, которые имеют непосредственное отношение к нашей повседневной жизни, потому что от крушения браков, от нарушенной верности, от несбывшихся ожиданий, вообще от попранной и потоптанной любви дрожит весь мир, и весь мир готов сорваться в пропасть. Поэтому я призываю вас, дорогие слушатели нашей передачи, прочитывать еще раз эти нравственные требования Христа к брачной жизни, молиться Богу о даровании этих священных качеств, верности, мужества, твердой и непрестающей любви, молиться о детях своих, чтобы они в браке были счастливы. Одним словом, чтобы весь комплекс проблем, рождающийся отсюда, был нами осмыслен, чтобы мы этим обеспокоились и творчески приложили рожденные мысли к нашей повседневной жизни. Благодати Божией желаю вам, дорогие христиане, милосердный Христос, да научит нас всякому добру. Будьте Богом хранимы.
Доброй вам ночи и до скорой встречи.